Всем привет, ребят, вы на канале Маргулиса. Мы сегодня продолжаем проходить Silent Hill Homecoming. Нужно нам каким-то образом где-то заправить канистру, чтобы запустить дренажный насос в подвале. Давай посмотрим, как это сделать. Так. Карта. Просто отмечается его дом и все. Окей. Так, у нас тут... В принципе, я не вижу, что где-то можно заправить было канистру, значит, надо вылезать, скорее всего, вот в эту щель, где у нас тут молодой человек тут ползал. Возьмем. Лучше нож. Он хоть и мало сносит, но зато бьет почаще. Раз-два, раз-два. Если мы ставим... Тихо, не то. Если мы ставим трубу, тогда он... Ну, хрен его знает. Давай, наверное, используем. Полечимся чутка. Прыгнулся. А как же без этого? А как же? Какой парк? Зловещий. Детский рисунок, еще один, да. Я точно не могу их никак посмотреть. Журнал. Руководство, фото, рисунки. Вот рисунки стало видно. Прикольненько. 3 окровавленных кролика, нарисовано почему-то там 2. Дальше. Так, ну, лавочки, это понятно. Тут в центр я чуть-чуть попозже схожу. Сейчас осмотримся. Что это такое? Огромный паук в парке ползет к моим игрушечным солдатикам. А у него брательник пауков любил. Это мы выяснили в прошлой серии. Ну, на каруселях ничего такого. Так, я, получается, зашел вот отсюда. Да? Я уже немного потерялся. Куда же все-таки идти? Нет, зашел я, получается, через дырку. 2 прохода. Деревянная дверь и вот эту. Ну, скорее всего, мне сюда. Но дернем для начала вот эту калитку. Я даже дернул. Окей, я понял. Пошли тогда вот в туда. Раньше нельзя было в предыдущих частях трубой как-то взаимодействовать с предметами. Куда мне направо? Ну давай сюда сбегаем. Посмотрим, что есть. Глядишь, вот что полезно. Здрасте. Успевает он меня атаковать. Как ни крути. Раз, два. А он мне 3 наносит туда. Надо что-то с боевкой делать. Каждого моба так. Бензобак открыт. Похоже, кто-то сливал отсюда бензин. Инвентарь. Нет, стой. Вот так. Значит, я смогу заполнить канистру. Бензина осталось немного, но для запуска генератора должно хватить. Взял канистру с бензином. Хорошо. Сползать наверх, что ли? Тут у нас доходилось. Так, ну давай. Подняться. Не знаю зачем. Если можно, почему бы нет? Ведь очень хочется. Тут. Для чего это сделано было, непонятно. Целый балкон прорисовали, просто чтобы на него подняться можно было и сверху посмотреть. Странно. Так, возможно, сейчас еще будут ебаки появляться.
Давай-ка мы их вот так. Попробую я все-таки таким макаром с ними биться. Забор был сломан? Вроде да. Пойдем заполним генератор. А задача вроде не сложная. Вот только с боевки что-то не очень мне выходит. Я ему наношу 2 удара, он мне наносит 3 в ответ. Тут надо либо как быть 2 удара и уклонение, либо использовать нож. Мало. Это есть. Пока вот не... О, тут можно, кстати, и так пройти. Давай пролезем. Я не заметил проход этот. Пока самое криповое, это мамаша на кресле. Батя шашлыки готовит. Пап! Какого черта ты делаешь? Ты знаешь, что сюда нельзя. Я не хочу тебя здесь видеть. Мы же договорились. Прости. Да все. Да. Я не лезу. Да, сэр. Готовь свои шашлычки. Мы потом их только жрать будем. Подумаешь, батя не любил, когда подглядывают во время приготовления пищи. Так, заполняем. А что не показали, как он заливает туда бензин? Так, ну 2 двери у нас сейчас, получается, можно будет открыть. Одна прям с этими с щеколдами. Пригодится. Здрасте. Угу. И сюда дверь открыта. Домов снова. Мамины книги пошутил. О всемогущий, даруй мне веру, поверить в справедливость твою, мудрость узреть путь твой и силу исполнять то, что должен я. Хорошо. Что можно делать? Да? Где-то тут посмотреть было. Вот сюда. О. Рядом с телефоном лежит записка. Адам, не забудь сказать Кертису о двигателе. Кто такой Кертис? Что за двигатель? Мамина швейная машинка. На ней она чинила нашу одежду. Бывало, она днями сидела и шила одежду нам и девушкам из города. И все. Так, ну, в принципе, все. Больше что делать нечего. Пойдем на улицу. А что у нас по целям, кстати сказать? У тебя нет цели. Чалька. Да бесцельно мы ходим. Тогда вот сюда давай. Посмотреть. Это рюкзак Джоша. Внутри лежит фотография. Собака разделанная, что ли? Похоже, это фотография охотничьей комнаты отца. Но как Джош туда пробрался? Целый рюкзак с одной фотографией. Странно. Кажется, он мог... О, топор можно будет брать. Будь осторожен, заходя в воду. Никогда не знаешь, что может в ней таиться.
Ну там вот эти вот ебаки когтистые будут тусоваться. Нажми кнопку уклонения за мгновение до вражеской атаки, чтобы избежать ее. Так он особо-то не уклоняется. Надо, получается, нажимать после успешного уклонения, ты можешь провести контратаку, нажав одну из кнопок удара. Уклонение у нас на пробел, но он уклоняется странно. Может, я это делаю не вовремя? Придется, кажется, хилов немножко потратить, чтобы это дело все нормально заработало. Точнее, привыкнуть к этой боевке, чтобы... Тут вообще какая-то пурга на улице. Он просто приседает и все. А если в сторону? Вот так тогда он нырок делает такой чик. Чик, а вот так назад. Ну не знаю, давай трубу возьмем. Буду учиться, что делать. Получать урон и не получать. Буду учиться не получать урон. Эти вентили заржавели. Ну нет, вроде нормальные задвижки. Обычные моноклиновые задвижки. Закрыто, но с другой стороны виден свет. Угу. Место для скорбящих. Я, короче, на кладбище вообще оказался. Странно, выходишь вроде во двор свой и хлоп сразу на кладбище. Я взял план-карту кладбища Роуд Хейтс. Так, ну тут уже более-менее удобно. Цели. Дома Джоша нет. Продолжить его поиски в городе. Обыскать кладбище и прилегающую местность, чтобы раздобыть информацию об исчезновении Джоша. Найти кого-нибудь, кто умеет чинить оружие. Ну, то есть, короче, найти кого-то, кто может про Джоша что-то рассказать и ствол починить. Хотя как пистолет может сломаться? Типа, если он сломался, то уже труба. Ну, как бы его можно выкидывать. Эрика Холл умерла 23 января 870. Оливер Холл умер 6 ноября 875, 62 года. А тут возраст. Тут возраст не написан. Что там дальше? Отдыхай, любимая мама и супруга. Господь призвал тебя в истинную обитель. Ему виднее, как будет лучше с небес. Ну, хорошо. Колин Б. умер 20 января 76-го, не успел дожить до 32. Те, кто его знал, подтвердят, что он был хорошим человеком. Там собаки где-то. Здесь покоится Брюс Норвуд. Никто не смеется, не плачет никто. Куда он ушел и как ему там... И как ему там оно. Не знает никто, да и всем все равно. Стишки какие-то, блядь. Давай, я готов. Ходи по одному. Ни собак, никого. Но они, скорее всего, пока я не перейду в другую комнату, они нападать даже не будут. Собаки. Пэт Давенпорт. 85-й, 84, 25-й, 84-й. Мы уже ни о чем не сможем тебя попросить. Рокси Беттерен, 820-й, 62-й. Любовь вечная, сдержать ее невозможно. Что этот парень делает? Наш директор кладбища. Спуститься. Тут собаки где-то лают. Сейчас нападет. Походу не одна еще. Спокойно, не нападай. Эй. Тихо, не грызи меня.
Какая-то подгрузочка странная прошла. Ну, видимо, игра так с виндой 10 дружит. Этот фонтан установлен в память Шарлотте Борден, ее любящим родителями, внезапно ушедшей из жизни рождена. Стальной текст неразборчив, в возрасте 8 лет. Ниже есть еще одна надпись. Неразрушенные были, но все же разделены. Две половинки человека одного в разных местах теперь, навек друг друга лишены. Возьмем. Обломок пластины какой-то. Да, собаки есть еще какие? Так, нужно как-то отсюда выбраться. Примерно и отсюда. Да, вот он, мужик. Мужик копает. Пум-пум-пум. Отсюда можно, по-моему, да? Подняться. Да, больше вроде нигде. Давай-ка мы туда пока не пойдем, но придется много кладбища обходить с разных сторон, скорее всего. До мужика мы этого так быстро не найдем. Вправо и влево, да, можно? Ворота в родовой склеп Барреттов заперты. Я понял. Шли туда. Что у нас по здоровью? Половинка. Экономим. Тут заперто, заперто. Ну, тут, соответственно, тоже все заперто. Так, не могу разобрать имя. И все. Что там? Память о мистере Эймосе Робертсе, умершем 3 марта 23 в возрасте 66 лет. Че, оплакиваемый больше теми, кто знал его лучше всех. Я понял. Так, следующий, значит. В следующем склепе можно сохраниться. Но мы сначала здесь почитаем. В память о Джонатане, умершем 14 сентября 18. И все. Память о мисс Элизабет Старджес, жене мистера Джоната Старджеса, умершей 17 марта 913. Все, тут больше ничего нельзя. Собаки где-то хрюкают, такое ощущение, что они сейчас нападут. Не могу разобрать имя. Тоже не могу. Хорошо. Подвисает между вот этими прогрузочками. Ну а так, в принципе, вполне работает. Такое вот у нее сопряжение с 10-й виндой, к сожалению. Этот памятник воздвигнут Тимоти Тэтчертом. Вечную память о его жене, миссис Дороти Тэтчер, умершей 28 марта 1891. Бетси Тэтчер, дочери Тимоти Дороти Тэтчер, умершей 28 марта 1890 года. 16 лет. Здесь покоятся дети Эрастуа и Маргарет Нэнси, умершая 17 февраля 905 20 дней. Зачем мне это все читать? Все надгробия. Это же причина должна быть. Ворота заперты на замок. Сейчас туда полезем. Что там? Портгрейд умерло так много мужчин и женщин. Ну да, согласен. Может он ими разобрать. Имена стерты. Табличка ужасно старая. Хотя если долбануть по этому замку. Нет, это не работает. В принципе, пока хилов дает нормально. Память о миссис Кэтрин, мистер 86 лет, 75.
Таблички ужасно старые, разобрать можно лишь несколько букв. Не могу имя разобрать. В принципе, все. Заперто на замок. Так, может быть, где-то как-то пройти можно? Да, вот тут. Вот это вот собака какая-то. Ну, стопудово же псина. Где она? Таблички старые. Собаки хрюкают где-то, но не нападают пока. Пока вот нагнетает атмосферу. Саспенс. «55 лет, что-то там. Это что? Спи сладко, мое милое дитя. Хорошо. Пусть все спят. И тут можно будет пройти. Память о Лидии Раш. Умерла 1 марта 872 в 25 лет. Рановато. Все, погнали туда. Кстати, а по карте у нас что-то показывается. Хрена, я где тут? Ух я. Что-то там такая каша, даже ориентироваться не хочется, разбираться. Жопа. Ворота заперты на замок. Давай, пинай. Все. Ни одного удара не пропустил, надо же. Долго она тут хрюкала возле уха мне. Подохла, как собака. Ну, там, скорее всего, обычная псина гавкает. А, нет, пока спускаться я, наверное, не буду. Не знаю, не особо уверен, куда идти пока. Давай сюда все-таки спустимся. По-моему, тут вот тупик. Все? Похоже, решетка надежно закреплена. Поднимаемся. Нужно быть прямо на чеку. Собаки могут выбраться в любой момент. Жуки, кстати, аккуратней. Тут у нас ничего не лежит. Ну, нам только сюда. По идее, я должен к этому мужику добраться. В конечном-то итоге, который могилу в самом начале копает. Прогрузка. Да ёпт. Пока не буду я туда спускаться. Сначала надо по периметру все осмотреть. Врагов пособирать на всякий случай. Ну, пожалуйста. Напиточек дали. Еще тут ходят собаки, это слышно. Пока в центр не пойдем. Давай так, бежим. По идее, эта штука буквой П. Я отсюда пришел. Там как минимум одна собака ходит. Скорее всего, может быть даже парочку. Здесь до конца добежим. Посмотрим, что тут есть. Да. Можно спускаться чуть-чуть пониже, давай, на этаже. На лестницах вряд ли что-то можно будет взять. Вот в центре определенно что-то есть. Ну, питается, кушает. Ну, пока не будем собаке мешать, пусть ест. Опять могилы, плиты. Не вижу смысла пока какой-то необходимости все зачитывать.
То когда помер, все равно это, ну, на дело никак не поможет. Так, собака. Давай биться с тобой. На, по жопе. Ты чё ешь? Достала. Стоять, ну. Мне надо похилиться. Чуть не подох. Да. Блин, вот одна псина, а сколько геморроя. Чалька. Давай еще. Еще напиток. Почти полностью отхилил. За 2 этих. Короче, 2 напитка — это целое здоровье. Я понял. Так, пока не идем. Там еще кто-то хрюкает. Родовой склеп семьи Фич, одной из 4 семей основателей города. То есть тут их, ну, хранили этих людей как почтенных граждан. Не просто так. Вот тут на лавочках ничего не валяется полезного. Семья Хэллоуэй, одна из 4, ну понятно. Ладно, поехали тогда вот куда-то. Где этот проход, я только что видел. Нет, не тут. Вот тут вот. Короче, определенно надо учиться уклоняться от собак. Тот страж, что однажды был как монолит, укажет на путь, что надежно сокрыт. У тех близнецов, что их узы скрепили, священные воды навек разделили. Это, наверное, имеется в виду как раз вот 2 вот эти половинки, которые я одну собрал. А здесь прочтем. Был как монолит, но теперь разделен. Откроет он душам тот путь, что не тлен. Найди 2 пластины, уми же их боль, собрав воедино то, что было брось. А не складно. А вот 2 половина. Этот фонтан установлен в память о Клэр Борден, ее любящим родителям. Еще одна ужасная потеря после смерти ее сестры-близнеца, рождена когда-то там. Остальной текст неразборчив. 8 лет. Надпись: неразлучные были, но все же разделены, 2 половинки человека одного. В разных местах теперь, навек друг друга лишены. Теперь уже более-менее получше можно предметы осматривать. Взял старинную каменную пластину. Так, пока кто-то хрюкает, давай-ка мы посмотрим, кто же тут хрюкает. А то они могут, вдруг там несколько собак со всех щелей попрет. И тогда я их не вывезу вообще. Без пистолета тем более. Труба такое себе, как бы. Оружие. Неплохо. Лучше, конечно, чем нож. Нож слабоват. Но с пистолетом явно спокойнее бегать в таких местах. Так, инвентарь. Раз. 2. Та-дам, Сим-Сим, откройся. Тут у нас нычек, ничего нету. Ничего. Я на парковке. Но собаки какие-то хрюкают. Опять. Это есть. Оно прям явно подсвечивает вот этот нам. Воняет, будто что-то сдохло. Открыть? Нет. Я думал, что-то в баке можно найти. Ну-ка, если в багажнику. Почему его не отбуксировали? Ведь он явно слом.
Ну, пока коридор, пока прямо особо выбора, куда бежать, нет. Традиционно, конечно, видно все. На 1,5 метра, не дальше. Да, можно подняться. А зачем? Магазин комиксов открылся как раз перед тем, как я уехал. Ярик, а он, я так понимаю, он уехал у нас воевать, то ли какая-то он типа кадета какого-то был или что-то такое, потому что, ну, просто в армии служить пошел. Потому что сказали то, что в субтитрах сказал он то, что его недавно комиссовали, и он типа сразу же вернулся в город. Так, тут, в принципе, все. В фургоне ни хрена нет. Прегражден, не смогу пройти. Я думал, мужика этого ищем. Почему-то я вообще от него отошел. Нет мужика. Когда мы его найдем, неизвестно, если найдем вообще. Внутри ничего не видно. Так, еще один получается какой-то проход. О, старый знакомый. А, нет, это вообще другая. Это мент, по-моему. Какие ресницы у меня бледные. Дьявол! Да не ругайся. Сейчас все пройдет. Дай подуй. Как всегда неуклюже. Ты в порядке? Он не знает. Алекс? О боже, Алекс! Привет, Эл. Твоя мама сказала, что ты можешь быть здесь. Я так рада видеть тебя. Как будто это было вчера. Да. Ты здесь одна? Ты знаешь, А что, не я видно? больше не увижу тебя. Ты ушел тогда, даже не попрощавшись. Да, но я здесь ненадолго. Я ищу своего брата. Ты его видела? Нет, я не видела, Алекс. Прости. Прощай. И отпускаю тебя. Благословляю. Какого черта здесь происходит? Я не знаю. Каждый день все больше листовок. Каждый день люди пропадают. Я и не представлял. И что ты собираешься делать? Ты знаешь, с чего начинать? Да, Брата надо я найти. за Джошуа и хочу забрать его. Кто его знает, в какие неприятности он попал. Неприятности? Оглянись, Алекс. Это место сплошная неприятность. Я знаю, я это понял. Я должен найти своего брата. Он на моей совести. После этого я уйду. Я надеюсь, ты сделаешь то же самое. Не факт. Алекс, стой. Да. Мне это дал заместитель Уильям. Возьми ее. Мгм. Зачем? На монстров реагировать. Слышу, я сообщу. Ну или так. Спасибо, Эл. Алекс, я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Кого ищешь? Брат, ты типа что у нас, неодушевленный предмет? Я видел рацию. Рация у нас будет реагировать, я так понимаю, на шум. Радиоприемник, это же она. Так. Стефан Глен Полис. Почему я не добрался до этого? Я рассчитывал, правда, вот сначала этого могильщика найти. Так давно не меняли. Так, это ментовка. Почему меня сюда притащили, не пойму. Птичка, это хорошо. Это просто замечательно. Цепочку бы оторвал, если что, блин, с цепью ему мог махаться. Было бы очень круто. Собака. Хоть не нападает. Кажется, я единственный, кто недолюбливает этих собачек. Ну да.
Мне вот они тоже что-то по вкусу особо не пришлись. Ну, пока вот 3 разновидности мобов я заметил. 4. Это у нас медсестры. Это у нас чуваки с этими, с пальцами длинными. Жуки. Че, вроде все. Что-то я бегу, где ни тупика, ни хрена. Куда мне вообще идти? Куда-то туда карта показывает. Ну, я, скорее всего, не совсем туда, куда надо иду. Блин, наверное, пошли в ментовку, короче. Будем близлежащие территории обследовать. Что здесь произошло? Да без понятия. Потому что можно через мост как-то перебраться. Сюда можно сбегать. А нет, все, тут тупик. Ну, уже лучше. Значит, пошли сначала в ментовку. Потом, наверное, через мост. Возможно, в ментовке мы найдем оружие. Может, здесь никого нет. Держи стражи порядка. Что за девочина тут творится? А что, типа закрыто? Да ладно. Не пройти. Алекс, я больше ничего не знаю. Дай мне, пожалуйста. Хорошо, не ори. Так, ну тогда у нас только 2 дороги получается. Либо прямо, либо вот в этот переход. Куда он ведет, хрен его знает. Ну, давай для начала вот прямо просто сбегаем. Посмотреть, что там может быть. О. Лучше вернуться. Кердык, я потерялся. Где? Все, нашелся. Да, лишний раз лучше никуда не забегать. Мне кажется, значит, все-таки этого мужика, ну просто других выходов я тут тупо не видел. Значит, этого мужика с могилами мы потом как-то с ним побазарим. Все будет, только не сразу. Свалка какая-то, что ли? Ну да. Старый холодильник. Так, вот тут один только, да? Отсюда я пришел. Давай мы сейчас вот эту дверь дернем. Нет? Он нас дверь даже не считает. Такой избирательный молодой человек. Где он взял такой хлам? Понятия не имею. Аккуратненько, на мягких лапках. На ней всегда был откидной верх. Кстати, возможно, здесь какой-то будет старьевщик, который починит. Ой, я помню ее. Еще в школе детьми показывали друг другу, кто круче. Забирались на самый верх и спрыгивали. С этой башни, серьезно? Да, как же много здесь сломано.
Охренеть у них развлечения. С башни прыгать и ноги ломать. Я как-то по-другому развлекал. Да, мы прыгали в детстве с деревьев. Но с башни. Мы прыгали с деревьев в снег. Там тут точно себе ничего не сломаешь. Так, тут еще один проход. Ну, давай пролезем. Я понятия не имею, правильно я иду или нет. Так, нет. Надо чуть-чуть вернуться. Посмотреть сначала в том закутке все, а потом заходить уже вот в эту дверь. Вот тут у нас что есть полезное. Запчасти, ничего интересного. Бла-бла-бла. План сарая. Денег даже не трогать. Ну понятно, зачем тогда я сюда вообще зашел. Стали добавлять, по-моему, некоторые пустые вообще локации. Но все равно хорошо. Вот прям большой плюс, то что он быстро тут передвигается. Можно по-быстрому все исследовать. Погнали. Такой. Ты здесь кто? Ты Кертис? Как жизнь? Давай ты здесь кто, наверное. Эй, я могу кое-что спросить? Я занят. Ты Кертис? Ты Кертис, да? Как Эй, жизнь? мужик, как дела? И чё? Долго мочать-то был. Может, Чили. это тебя заинтересует? Почини мне пистолет, чё? Малет шерифа. Алекс. Точно. Смотрю, солдатом стал. Я уверен, что он сломан. Как ты думаешь? Думаю, ты с первого у своего папочки. Так ты его можешь починить? Ты мне тут не указывай, солдатик. Единственный человек, который может мне приказывать, это я. Усек? Озвучка тут, конечно, такое себе. Но все равно прикольно. Это первый Silent Hill с озвучкой. Весьма неосмотрительно. Позор тем, кто относится так к хорошим вещам. Слушай, мне просто нужна кое-какая информация. Ты не видел моего брата Джошуа? Тебе надо поговорить с мэром, он знает все о делах каждого. Мэр Барлетт? Ты знаешь, где его искать? Конечно, он на одном и том же месте каждый день. Копает людям могилы. С этим парнем реально Я его что-то видел. не так. Ну понимаешь, что-то с головой. Это мэр Барлетт? Да. Неудивительно, что на улицах беспорядки. Больше, блин, никто не хочет оставаться в этом дерьме. Да, я починю его, но мне потребуется время. Забирай. Он твой. И в чем прикол? Считай, это плата за помощь. А у него взамен другой пистолет. У солдата должна быть пушка. Жить стало сложно без пушки. Спасибо. I'm gangsta, мистер. Да. Люблю честный обмен. Пистолет МК-23. Ага. Ну, для начала. Нету мелочи. Чипсы, наверное, такие вкусные. Давай попробуем еще поговорить. Могу я взять ружье? А что если я заберу твой дробовик? Да? А что если тебя пришлепну, а?
Ты ищешь оружие? Осмотри здесь вокруг. Уверен, ты найдешь что-нибудь для себя. Да, сэр. Окей. У тебя здесь так много запчастей и часов. Для чего? А затем, чтоб чинить часы. А разве ты не заметил, что абсолютно все часы в этом городе остановились в 2:06? Угу. Нет, у меня нет. Ладно, осмотрись, сынок. Как ты думаешь, что это? Да с какого хера мне знать? Я просто пытаюсь их починить, и у меня ничего не выходит. Но они не хотят снова работать. Словно что-то не дает им пойти. Парень, если ты меня не оставишь одного, то мой кулак оставит отличный отпечаток на твоей морде. Все, больше никакие диалоги не произносит. Потом зырит постоянно. Я устал, парень. Я просто хочу побыть один. Давай за него туда пройдем. Снова ведение боя с огнестрельным оружием. Взять огнестрельное ДДТ, держа кнопку прицела, удар прикладом. Угу, я понял. Будет автоматически перезаряжаться после выстреливания последнего патрона в обойме. Часто бывает полезно, но я понял. Перезарядиться вручную. Так. Почему часы больше не работают? Зеленым, короче, боеприпасы к пистолету теперь обозначаются, я понял. Что взять можно? Карта свалки. Приблизительно я понял, где я нахожусь. Хранение есть. Пистолет. Давай сохранимся. Ну, пистолет эта штука неплохая, конечно, но тоже надо с патронами-то поэкономнее быть. Пять слотов всего под сохранение. Будем по очереди перезаписывать. Так, это все, да? Через эту дверь. Я думал, то, что первый раз сохранение, а второй раз тупая дверь откроется. Но нет. Все, не хочу я сохраняться. Пошли, выходим отсюда. Сейчас, возможно, даже кто-то нападать начнет. Это запросто. Патроны экономим, короче. Ну, скорее всего, теперь врагов больше будет нападать. По 2, по 3 штуки сразу. Еще раз так чисто пробежаться, может быть, где-то они тут патронов оставили. Угу. Кто-то есть. Быстрей. Главное быстро ее, короче, замудохать. Чтобы она не успела атаковать, прям спамить кнопку. Так, а я тут был вообще? Да. По идее... Нет, не знаю пока точно, но возможно мне надо вернуться. Может быть даже отстрелить. Придется отстрелить кнопку этот какого. Замок. На кладбище. Так, где мужик копает. Привет. Алекс Шепард. Алекс Шепард? Я думал, ты... Алло? Алло? Я говорил, думал ты. И все. Ядовитый.
Ну, я думаю, мы свалим от него. Пусть походит, ничего страшного в этом нет. Блин, а убежать никак? Тихо. Не знаю, встанет он, нет? Что-то он булькает весь. Нет, он встает. Нет, не встает. Ну слушай, на одного моба столько патронов ушло. Дороговато обходится с ними биться. Валим. Попробую убежать от собак. Если я правильно понял, то мне на кладбище. Да, если мобы спавнятся, значит мне туда. Я бы еще двери закрыл. Все за мной никто не бежит. По идее, я вот не понял. Они говорят, типа, ты должен идти к этому. Это патрон? Да. Они говорят, тебе надо идти к мэру. Потом тебе надо идти к этому. А, ну все, я понял. Мне в любом случае к мэру надо. Мэр, который могилы копает. Я подумал, то, что мне сначала надо в мэрию, там, куда я приходил, там, где баба сидела за столом. Но нет. Что за музыка тревожная? Ты теперь всегда тут будешь появляться, что ли? Ты не грызи меня. Так, вот тут у нас ничего не появилось. Нет, наверное, ничего тут нет. Ладно, пойдем к мэру. Тут сейчас надо вот эти все места будет желательно еще раз повнимательнее проходить, потому что тут могут появиться патроны. Блин, этот чувак тут вообще не в тему, конечно. Добьем. Добьем. Потому что с ними трубой биться это еще хуже. Ну, если тут появляются мобы, значит я вроде как правильно иду. Внимательнее, только под ноги надо смотреть. Может быть, на плитах что-то лежит. Собака. Прорубить можно. Погоди.
ощущение, что я, по-моему, еще тут не был. Давай прорубим. Необходимо другое оружие. Топор нужен. Возможно, мэр даже даст топор. Либо позже как-то его найти можно будет. Так. Как тогда дальше мы идем? Не запутаться бы? А я, походу, уже запутался. Так, ну этого я тут завалил где-то. Вот здесь этот тошнотик шел. Ворота заперты на замок. Ну-ка, по карте. Повернуться надо и вот сюда попасть. Так. Соседняя. Вроде правильно. Или нет, я назад походу пришел. Да. Так, давай заново. Значит, вот сюда надо идти. Да, и тут потом по прямой. До упора тогда. Прям до упора. Карта. Заходим вот сюда. Здесь пролезаем. Дальше. Выходим отсюда и заходим вот сюда. Здесь что-то прохода ни одного не вижу. Ну, давай следующую. Так, вот здесь можно протиснуться. Ага. Давай, пролезаем. Здесь у нас тупик. Проход, второй, третий. Раз. Второй. Уже было сохранение. А, ну. Маленько я подзапутался, но ничего. Окей. Сохранение, да-да-да. Давайте мы на этом серию закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.